Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы будем говорить о, кажется, для многих очень трудной теме. Глаголы несовершенного вида и глаголы совершенного вида. В общем, виды глаголов в русском языке, что это такое и какая разница между этими глаголами. А вообще начнем с главного. Русский глагол – это одна из самых простых тем в русской грамматике. Не поверите, но да, учить русские глаголы намного проще, чем запомнить все 6 падежей и какие там изменения в родах, числах и так далее. А у русского глагола все очень просто. Всего 3 времени: настоящее, прошедшее и будущее, и все. Ну, хорошо, зато у нас есть виды глаголов. Несовершенный вид и совершенный вид. Одна из наиболее сложных в такой большой грамматической теме русские глаголы. Но давайте с вами разберемся, потому что не все так трудно. К сожалению, не все русские могут вам объяснить, какая же разница между этими словами. Обычно русские объясняют только одним способом. Ну как, читать — это что делать? А прочитать — это что сделать? То есть для русского разница только одна в вопросе: что делать и что сделать. Но мы с вами не можем просто задавать вопрос. Нам нужно понимать, какие значения, какие функции у несовершенного и совершенного видов. И давайте начнем. Итак, 2 вида глагола. Несовершенный вид, глаголы несовершенного вида имеют формы настоящего, прошедшего и будущего времени. В будущем времени глаголы несовершенного вида имеют сложную форму, то есть глагол «быть» в будущем времени и начальная форма глагола. Глаголы совершенного вида имеют формы в прошедшем и будущем времени. Глаголы совершенного вида никогда не употребляются в настоящем времени. Они просто не имеют форм настоящего времени. А почему? А потому что у совершенного вида есть такое значение, которое мы не можем иметь в настоящем времени. Еще важно сказать, что чаще всего у нас глаголы идут парами. Несовершенный и совершенный глагол. Но не всегда. Есть глаголы без пары, то есть у них нет пары совершенного вида или, например, у них нет пары несовершенного вида. Этих глаголов немного, поэтому изначально, когда вы начинаете учить русский язык, вы сразу учите пару. Читать, прочитать, знать, узнать, смотреть, посмотреть, видеть, увидеть, гулять, погулять, взять, брать и другие. Так, ну что, а теперь значение. Что ты делала вчера? Я смотрела новости, читала книгу, слушала музыку и играла на компьютере. Обратите внимание, что в данном ответе я использовала несколько глаголов. Слушала, смотрела, читала, играла. И все это глаголы несовершенного вида. Глаголы несовершенного вида подчеркивают процесс действия. И нам не важно, был результат или не было результата. Я читала, смотрела, слушала, играла. Я выполняла эти действия. Вы не знаете, сколько времени я это делала, вы не знаете, досмотрела я фильм, дочитала я книгу, прослушала ли всю музыку, какую захотела, выиграла ли я в компьютерной игре или нет. Вы этого не знаете. Вы просто знаете как факт, что я делала эти действия, у меня были такие процессы. Я также могу подчеркнуть, что я это делала весь вечер, я это делала 2 часа, 3 часа и так далее. Я показываю, как долго длился процесс. А еще я могу делать это одновременно. Например, когда я играла на компьютере, я слушала музыку. Я могу это делать одновременно. 2 процесса. А также я могу повторять это действие несколько раз.
Каждый день я смотрю фильм. Обратите внимание, каждый день я смотрю фильм. То есть это фактическое значение. Вчера, сегодня и завтра я буду это делать. Если я скажу каждый день я смотрела фильм, то это до этого момента, пока я вам сказала. То есть все свое прошлое каждый день я смотрела фильм. Не факт, что я буду это продолжать делать. А теперь глаголы совершенного вида. Что ты делал вчера? Вчера я посмотрела фильм, приготовила ужин, доиграла в игру. Я показываю, что 3 моих действия завершено. Я посмотрела фильм, то есть я знаю, чем закончился этот фильм. Я приготовила ужин, я его даже, может быть, поела. Ужин был на столе, в тарелке, и я выиграла в игру, значит, я получила там приз. Ну, в общем, я закончила играть в эту игру. При этом действие однократное, то есть я его не повторяю, я не могу повторять вот этот вот результат регулярно. Я посмотрела этот фильм, все. Может быть, этот фильм я смотрела и раньше, но сегодня я его посмотрела, сделала результат, добилась этого. Еще важно, я посмотрела, я приготовила, я выиграла, я это делаю сначала одно действие заканчиваю, потом заканчиваю другое и потом только третье. Я не могу иметь 3 результата в один момент. Нет, они идут друг за другом. Сначала я посмотрела, потом я приготовила, потом я выиграла. А если я хочу указать еще и время, то я могу сказать, я приготовила ужин за час. То есть на приготовление ужина мне потребовался 1 час времени. И за этот промежуток времени, за час я завершила это действие, у меня есть результат. Готовый ужин. Все зависит от ситуации. Вы можете использовать и глагол несовершенного вида, и глагол совершенного вида. Но важно понимать, на что конкретно вы хотите указать собеседнику. На процесс действия или на результативность, на результат действия. Вы можете сказать, вчера я смотрел фильм. Вы можете сказать, вчера я посмотрел фильм. Но согласитесь, что ситуации будут немного разные. Я смотрел фильм, просто был этот процесс. Я посмотрел фильм. Вы знаете этот фильм, и теперь вы готовы его обсуждать с собеседником. Стоит отметить, что обычно сначала идет процесс, а потом идет результат. Но не всегда. То есть сначала мы смотрим, а потом мы посмотрим. Сначала мы читаем, а потом мы прочитаем. Но так происходит не всегда. Например, глагол «знать», «узнать». Знать – это у вас такой процесс, но согласитесь, узнать – это не завершение, это не результат этого процесса, а наоборот, это начало. Когда вы узнали, вы получили эту информацию, и теперь вы ее знаете. У глагола «узнать» тоже есть результат получения этой информации, и теперь эта информация у вас в голове. Вы ее узнали, вы как будто так положили ее себе в голову, и теперь вы ее знаете. Сначала результат, а потом процесс. И закончится этот процесс только другим глаголом, когда вы забудете что-то. Вот и все. Это было небольшое видео о видах глагола в русском языке. Если вы хотите узнать подробнее, разобраться детально в этой теме, то приглашаю вас на курс Perfectly Imperfect. Вы узнаете некоторые секретные нюансы, вы легче будете употреблять глаголы совершенного или глаголы несовершенного вида. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и пока-пока. До скорой встречи.